Всем привет! Сегодня мы начинаем наш мастер-класс по вышивке во французской технике, которую я обнаружила абсолютно нечаянно на одной из ярмарок. Называется она «Jour d'Angle». И выполняется эта техника в стиле выдерга, да, и стягивания нити тканей. Вот вы видите то, что прорезается, делается определенная сетка, и с помощью этих вытергов вот получаются вот такие вот красивые фигурки. Что нам, значит, понадобится? Нам нужна, конечно же, ножницы. Ткань. Я беру лен. В данном случае я беру лен Newcastle. Получается 32 32 каунта. К нему уже подобрала нитки. Я беру эрфиль, стопроцентный хлопок, который называется Мако, 40 размера. Это же наш номер цвета, если кому-то интересно, 24-25. Пожалуйста, очень люблю эти нитки, очень легко ими вышивать, слушаются, не переворачиваются, не свертываются. Рекомендую. Нам нужна линейка. Уже сказала, наша коллекция иголочек. Да? И, естественно, наша тетрадка для заметок. В данном случае я уже нарисовала себе рисунок, что у меня будет рисунок 8 на 8 клеточек. Да? Вот такой вот простой, незатейливый. Мы просто знакомимся с этой техникой, ничего особенного делать здесь не собираемся. Я в этом случае буду делать мешочек, потому что я уже себе подставку для горячего уже сделала. Вы можете сделать либо подставку под горячее, либо подставку под стаканы, либо со мной можно сшить мешочек. Что мы, значит, делаем? Как я отмеряю ткань? Я знаю, что я хочу сделать небольшой мешочек. На самом деле у меня размер линейки 30 на 15, и у меня, в принципе, этого будет достаточно. Поэтому то, что я делаю, я выравниваю край ткани, уже выровнен был для меня в магазине. Это именно так они отрезают. Что мы делаем? Мы подставляем, значит, линейку. Я отмечаю, беру иголку и отмечаю точку. Так тут прокалываю, да? Где будет проходить мой угол, по которому я должна сделать прорез. Да? Откладываю линейку. Теперь я, значит, смотрю. Я прошла, значит, вот эту, делаю побольше дырочку. Да? На самом деле, в данном случае мне эти ножницы не помогут, потому что они достаточно толстые. Вот мои любимые ножницы для прорезания. Мы, значит, берем, и вот она, эта точка, да? Вот, эта точка, мы ее делаем побольше. Да? И мы прорезаем нитку вдоль и нитку поперек. Вот таким вот образом. Теперь мы берем, значит, иголку и вытягиваем эти нитки. До самого конца мы вытягиваем нить. Она накрахмаленная ткань, поэтому очень сложно идет нитка. Накрахмалена она для удобства. На самом деле, вот таким образом. Я вот вижу, куда она дальше пошла. Я могу дальше просто так тут вытягивать. Лен Цвейгард очень хорошего качества. И вот таким вот образом я вытягиваю одну нитку. Теперь еще где я подрезала вторую нитку по горизонтали.
и вытягиваю нить. Теперь у меня точно видна полоса, линия, по которой я должна сделать прорез ткани, чтобы вырезать. Таким образом, у меня получается отрезок ровный по всем краям. Мне не надо потом выравнивать его. Края, на самом деле, у этой ткани не осыпаются. Если осыпается, то, может быть, одна ниточка выйдет при манипуляциях. Теперь нам нужно найти середину, как у нас будет мешочек сшиваться, да? Собираем угол к углу. Таким вот образом мы проводим пальцами. Этого достаточно, чтобы обозначить нашу середину. Нам надо отмерить сверху, как вы видите, здесь ровно 15 сантиметров. Нам надо для протяжки веревочки сверху, чтобы мешочек собирался, 3 сантиметра. Мы отмеряем 1 сантиметр, 2 сантиметра, 3 сантиметра. И у нас остается 12 сантиметров для расположения рисунка. Теперь мы, значит, делаем так. Располагаем, находим середину. Явно это не середина, мы сейчас найдем середину. 12, это значит вот тут 6, да? И здесь мы знаем, что у нас здесь было 15 минус 2 сантиметра на припуске. Здесь даже получается 15,5. Ну, ничего страшного, мы сделаем это. Здесь будет сантиметр с этой стороны, сантиметр будет с этой стороны, да, это на припуске на швы. И дальше вот эту вот середину 13, ну, вот будем брать это 13, да, то есть 6,5 сантиметров. Вот она наша середина, там, где мы будем начинать отсчет нашего рисунка. Как я уже сказала, рисунок у нас будет прямоугольным. И начинать мы будем вот в этой вот точке. Вот эту точку, это вот как раз вот эта точка на ткани. Вот она. То есть нам надо будет дальше отходить влево, вправо, вверх, вниз, для того, чтобы разметить весь рисунок. Сразу же заходя вперед, я вам отмечу то, что вот это у нас будет цельные квадратики. А здесь у нас будет проходить вот эта вот мелкая сетка. Вот эта вот сетка, которая в середине. То есть здесь мы будем вот эти квадратики делать, а в середине вот это вот будет сеточка у нас такая. Сначала мы будем делать все выдерги. Мы сначала сделаем большими квадратиками 8 на 8 такой вот рисунок здесь. И после этого мы уже будем делать выдерги под вот эту маленькую сетку. Нам таким образом будет просто удобнее, чтобы нам не прорезать дополнительные линии там, где им не надо. Нити ткани. Для этого нам понадобится иголка, ножницы, которые очень с тонкими острыми кончиками, и наши глаза. Еще умение считать. Не всегда это помогает. Мы, значит, берем 2 нити ткани, да, вот так вот, и прорезаем их по горизонтали. Это что ж такое? Убеждаемся, что мы не захватили дополнительные. Что мы можем сделать, чтобы нам помочь? Мы можем эти нити ткани буквально на несколько ниточек уйти вниз. Вот оно не прорезалось у меня. Да. Не до конца прорезала. Вот. Вверх и вниз. Вот таким вот образом. Теперь мы отсчитываем. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. И прорезаем еще 2 нити ткани. Опять же, чтобы нам помочь, можем выдернуть наверх, немножечко вниз, чтобы мы их точно видели. Таким образом, мы продолжаем прорезать. Вот здесь у нас серединка была. 1, 2, 3, 4 налево. 1, 2, 3, 4 направо. Раз, два, три. 1, 2, 1, 2, 3. И вот эти 2
теперь, ну, мне так удобнее, просто я переверну. Теперь делаем то же самое, то есть у нас раз, два, три, 4 квадратика. Теперь делаем то же самое в левую сторону. Раз, два, три, раз, два, три. Вот эти две. Вот таким вот образом. Теперь то, что мы делаем, мы разворачиваем таким вот образом ткань. Да? Вот она наша серединка была. И теперь мы, даже я немножечко еще выдерну налево, да, для того, чтобы было легче считать. Что мы делаем для начала? Мы вот в этой середине прорезаем 2 нити ткани. Вот таким вот образом, да. Теперь опять то же самое делаем. Мы отсчитываем раз, два, три, раз, два, три. И вот эти мы нити прорезаем. Даже можно сделать так, чтобы вот так вот, да. Может, прям ножничками так тут поддергивать их, нитки, ну, чтобы было видно. Теперь делаем то же самое. Раз, два, три, раз, два, три. И эти 2 мы подрезаем. Теперь таким же образом мы проходим, отсчитываем сюда точно так же 4 квадратика. После этого мы выдергиваем до пересечения линий, чтобы у нас получился такой квадратик квадратиков. Нам надо в конце еще прорезать 2 линии, да? Раз, два, три, раз, два, три. И вот эти последние 2 мы прорезаем опять в конце. Потому что нам надо будет выдернуть ее вниз и наверх, чтобы замкнуть квадрат. Таким образом, я теперь беру иголку и прослеживаю, значит, мои полоски где-то вот тут вот. И ищу. Да. Так, и следующая еще за ней. Не видно. Что цепляю. Вот таким вот образом, да? Четырехугольничек наш получается. Вот видно его. Теперь превосходно. Мы теперь можем прям под самый корень брать, вот так вот обрезать. Как вы видите, мы таким образом замыкаем
квадрат. Делаем то же самое для всех остальных. И теперь мы просто соединяем, доводим до вот этой крайней линии, да, все наши прорези нитей. Если вы немножечко потянули нить сильнее, чем положено, просто потихонечку ее обратно вот таким вот образом восстановите. Растяните руками, прям вот пальчиками. И как вы видите, нитка до того, как вы ее обрезали, можно еще обратно ее как бы вставить. И вот что у нас получилось, да, квадратик 8 на 8 ровно будет посередине, после того, как мы сделаем подгибку здесь для ленточки, да, будет такой у нас маленький, милый такой мешочек. Теперь нам нужен наш рисунок. Да, вот он наш рисунок. И ручка, которая изводится теплом, так скажем, да, которая от утюга потом исчезнет у нас. И, собственно говоря, я ей уже разметки эти все и делала, потому что иначе, ну, даже если вы делали это все с изнанки, вы понимаете, то, что ручка все равно просачивается, будет видно с другой стороны. Можете также еще попробовать другие карандаши, которые тоже при стирке смываются, но я, если честно, им не доверяю. И теперь мы смотрим. Вот эти закрашенные квадратики нам надо теперь перенести на ткань сюда. Что мы делаем? Мы видим то, что первая полоса у нас полностью свободная, да? Здесь теперь мы 1 пропускаем и 2 вот таким вот образом закрашиваем. Раз, два, 2 закрашиваем. Тут у нас будет так и так, да? Здесь у нас будет посередине наш квадратик. Раз, два, три, 4. Здесь у нас будет раз, два, 3. И здесь у нас будет раз, два, 3. Вот таким вот образом, да. Теперь мы смотрим, да, как бы перепроверяем себя, чтобы мы не ошиблись.
И после этого мы приступаем опять к прорезанию нитей и выдергу. Объясняю, каким способом. Вот эти квадратики, которые я отметила, мы их не трогаем. Но все, что вокруг, мы должны прорезать посередине. То есть мы отступаем 3 нити ткани. Вот эти 2 посередине мы прорезаем и выдергиваем. 3 нити ткани пропускаем, 2 нити и выдергиваем. Вот таким вот образом. Да? Здесь то же самое. 3 нити ткани проходим, разрезаем 2. И здесь то же самое мы разрезаем 2. Сразу же ножничками можете вот таким вот образом как бы их поддевать, да, и убирать, чтобы вам было видно сразу, где вы прорезали. Следующие 2 мы не трогаем. Опять 3. Таким образом. Опять. Теперь делаем то же самое по другому краю.